Ребята, всем привет! Смотрите, где я нахожусь. Рядом со мной тут птица. И сегодняшнее видео будет посвящено тому, почему же все бегут из Испании. Разбор всех моментов. Видите, как здесь классно? Вот мы только что были вон там. Это потрясающе. Ради этого стоит жить. И стоит сюда приезжать и жить в Испании. Именно ради этого. Не ради денег, не ради чего-то. Это здоровье, счастье. И сами знаете, что счастье жить. Так что, ребята, давайте смотрите нас дальше, будет только интереснее. Когда мне говорят, что все отсюда бегут, да вот, отсюда никто не бежит, вот люди, вон целая там гряда идет, вот это мы все проходили, вот целая гряда, вот они все идут, вон их целая, видите сколько, как много. Поэтому стоит здесь находиться и бывать. Потрясающе, ребята, просто потрясающе. И кто мне говорит, что Испания это какая-то страна, ребята, вам нужно просто выбраться из квартир, выключить телевизор сначала, стащить попу с дивана, и после этого у вас все наладится. Вот такая вот штука. Многие люди почему-то считают, что Испания отсталая страна. Ну, в принципе, все видео об этом. Но это на самом деле совершенно не так. Потому что, ну как отсталая страна, если бы была, то она бы не была какой там 12 или 15 экономика мира. Вот, с учетом того, что ВВП на душу населения, ну то есть надо понимать, что здесь живет 46 миллионов человек, и здесь людей не так много, но получают у них минимальная зарплата 1050 евро в месяц. Расскажу о проблеме жилья. Ребята говорят, что есть проблема с арендой жилья. Ну, проблема не то чтобы есть, но, можно сказать, она есть. Но я не встречал ни одного человека, который не нашел себе квартиру и не смог ее снять. Также якобы существует очень серьезная проблема с окупасами. В общем, типа вы за порог выйдете и сразу у вас оккупируют жилье. Такая тема тоже существует, но обычно все несколько сложнее. То есть, если у вас были какие-то уже прецеденты с окупасами, то да, на это жилье могут позариться. Но в основном это, конечно же, не так. В 99% случаев аренду оккупируют лишь те, кому вы сдаете. Почему, собственно говоря, и такие высокие планки для того, чтобы снять жилье. То есть надо, допустим, отдать сразу 15 платежей. Ну, допустим, в Валенсии эта квартира стоит около 1000 евро. Соответственно, вам нужно будет отдать сразу 15 тысяч, это, ну, серьезная сумма. Но вы живете год в этой квартире. Именно поэтому так все и изменилось. Хотя до сих пор существуют квартиры, за которые можно платить помесячно. Там обычно на 100-200 евро дороже, но вы им платите только месяц. Вот. И наши знакомые, ни один и ни два человека такие варианты уже сняли и живут там, и все у них хорошо. Stories night and day, sharing life in my own way. Pictures of my favorite place, sunny skies, a smiling face. Blogger from Spain, sharing joy in every lane. Blogger from Spain, feels a passion like a flame. Cafes filled with laughter loud, walking through the busy crowd. Fiesta nights and quiet dreams. Life is more than what it seems. Итак, очередной миф — это то, что медицина в Испании не очень. Ну, скажем так, у меня есть разные примеры, но в основной своей массе медицина здесь вполне себе нормальная. То есть даже для тех людей, кто не резидент, есть бесплатное медицинское обслуживание. Сказать, что я туда ходил и там все было классно, нет. Там можно ждать, если у вас что-то не обязательно, допустим, проблемы со зрением. Не какие-то срочные, а такие общие. 4 месяца ждать. Вот. Бесплатный психолог тоже. Да, то есть можно ждать 2 месяца. Это нормально. Если что-то срочно, да, они помогут. Но в основной своей массе, конечно же, есть такое понятие, что вам дадут таблеточку ибупрофена и как бы все. Но в целом это помогает. И здесь есть такая политика против антибиотиков. Если вы знаете, что такое антибиотики, как они влияют на вашу иммунную систему и вообще в целом, то я думаю, что это даже плюс, чем минус.
Также, если даже, вот повторюсь, вы не резидент, вы можете получить бесплатное медицинское обслуживание. Моя знакомая здесь 3 года лечилась от рака на бесплатном медицинском обслуживании. Вы можете себе такое представить? Поэтому, ребята, все неоднозначно. Хотя другой мой знакомый здесь не мог получить просто МРТ, да, и нормально сделать. То есть он стоял в очереди 9 месяцев, он так и не попал. Но, опять же, здесь еще вопрос в том, что в каком городе вы проживаете. Если это большой город, естественно, там просто больше всего. Если маленький город, допустим, там 20-30 тысяч человек, вот как сейчас мы в Санта-Поле, то тут, конечно же, все немножечко попроще. Вот такое, что могу сказать про медицину. Здесь все, правда, нормально. В Испании очень большие налоги и очень высокие цены на недвижимость. Ну, конечно, по сравнению, когда минимальная зарплата в России, там, насколько я знаю, около 20 тысяч рублей, а здесь минимальная зарплата 1150 евро, то есть в 6 раз практически больше, конечно, стоимость жилья кажется непомерно высокой. Ну, допустим, за сколько сейчас можно купить квартиру готовую в пригороде Санкт-Петербурга, а-ля Кудрово, куда нужно ездить еще на машине, в пробке, и вообще там все очень невесело. Это порядка там 7-8 миллионов рублей, это 70-80 тысяч евро. Специально вам записываю, как вот ЦИАН, по-моему, ну, самый крупный дружок в Питере, кто продает квартиры. Видите, какие цены. Самое главное, это посмотрите, какой метраж. 20 метров, 22 метра, 21 метр, 19 метров, 20. Вот как в этой квартире можно прожить людям, у которых есть хотя бы один ребенок? А если двое? А если трое? Таких маленьких квартир по такой цене я не видел в Испании вообще. Может, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, пожалуйста. Вот сейчас мы живем в доме, да, в квартире. Стоимость примерно 120 тысяч евро. От нас полчаса пешком до центра города, Валенсии, да, прекрасный город, с морем, со всеми делами, с парками, ну, в общем, классный город. И сколько ехать на машине? Минут 10 до пляжа, на транспорте где-то минут 40, ну, может быть, полчаса даже, смотря какой пляж. Пляжа, опять же, много. Вот, поэтому могу сказать, что цены на недвижимость не настолько уж и велики, если вы работаете. Если вы как бы здесь живете не на то, что получаете из той же России или Украины, то да. Теперь по поводу налогов. Налоги действительно высокие. Да, действительно мы платим как аутоном, то есть самозанятый, здесь 41%, да. Но это понятно, что это мои деньги, которые я зарабатываю, которые выставляю. Но кто мне может запретить выставить ценник на мои услуги выше? Сколько сейчас стоит, допустим, одностраничный сайт в России? Самый дешевый на шаблоне стоит 10 тысяч рублей. Нормальный сайт, разрабатываемый, как бы делается нормально, он будет стоить порядка 25-40 тысяч рублей. Да? Конечно, мне кто-то скажет, что можно дешевле. Для моих знакомых здесь, в Валенсии, я приготовил вот такой сайт. Да, сколько такой сайт может, в принципе, стоить. Такие сайты стоят обычно от 600-900 евро примерно. И из этого мы отдадим 41% на налоги. Вот что примерно можно получить. Сколько такой стоит в России, не знаю, ребят. Может быть, он стоит 40 тысяч, может стоит он 20 тысяч, а может стоит и 100 тысяч, в зависимости от возможностей клиента. Поэтому моя вам рекомендация, обязательно разбирайтесь во всех этих вопросах, чтобы понять, за сколько вы можете предложить здесь свои услуги на территории Испании. Также есть так называемая прогрессивная шкала налогообложения. То есть 41% это мы считаем вообще все и так далее. Так по факту-то вообще 20%. Далее есть всякие каникулы. Также, допустим, компаниям выдают вот здесь в Валенсии по 3000 евро для как бы развития. То есть можно потратить на рекламу, на сайт, там еще на что-то, там вывеску повесить. Ну, короче, в общем, много всего есть и очень хорошо помогают. И я много знаю людей, у которых аутоном, у которых все в порядке, которые, в принципе, ну, у них все идет и уже много лет и будет дальше идти. Ну, естественно, конечно, никто не говорит о том, что если вы займетесь, я не знаю, там,
будете вязать носки, что у вас бизнес пойдет в гору. Понятное дело, что это здесь не востребовано, да, то есть надо то, что востребовано. Востребовано в основном, конечно, стройка, это понятно. Уборки, недвижимость, все с этим связано. Это все-таки Испания, это вам, не знаю, там, не Германия какая-нибудь, где машиностроение необходимо. Поэтому все это нужно брать во внимание. И даже если вы получаете очень много денег, да, то есть опять же преференции различные. Потому что многие из Франции переезжают сюда, потому что здесь налогообложение намного лучше. Поэтому это чистый миф, чистой воды. И понятно, что люди сравнивают страны по уровню доходов и по уровню налогов. В общем, сами знаете, в России, допустим, к примеру, бензин, на него почти 90% это акцизы и пошлины. То есть сам бензин стоит вообще мало. Все остальное это все государственные налоги. Вот поэтому подумайте, где налоги выше, а где они ниже по факту. Las olas nos llaman, tú y yo en la arena, con guitarras y palmas, es la vida buena. Baila conmigo, amor, hasta que salga el sol, ríe y siente el calor. Baila conmigo, amor. Вечер обещает быть томным. Видите, какая красота сзади, потрясающая. Ребята, что еще хочется вам рассказать? Это очень интересно, потому что в другой стране другие законы. То есть здесь говорят, что очень странные законы, очень они нелогичные. Но я обычно говорю так. Мы сюда приехали к испанцам, они, испанцы, приехали к нам. Соответственно, если мы приехали к ним, и мы считаем, что здесь живется лучше, ну, в целом, то, соответственно, те законы, которые здесь принимаются, которые здесь работают, они лучше, чем те, которые там в Украине, в России и так далее. Соответственно, значит, берем, допустим, есть такие законы, что люди, которые отработали, допустим, год, они потом могут полгода получать пару, так называемую, да, то есть это что-то там в районе 500-700 евро в месяц они могут получать. Теперь поймите, откуда это берется. Из тех же самых налогов и всего выше перечисленного и сказанного. Поэтому все просто так ниоткуда не берется. И нам кажется, что вот у нас есть какие-нибудь цыгане, которые живут, и у которых там все замечательно и хорошо. И они, типа, у них все классно. А мы, типа, такие вот все печальные люди и так далее. Но я объясню вам, что эти люди... Они здесь находятся и живут. Да, у них есть социальные службы, их защищают, реально. То есть мы вот сняли видео с инкогнито, я зову его Диего, вот. И он рассказал о том, как здесь оккупируют дома, как это происходит и вообще как на это реагирует полиция. Сам, в принципе, я в этом особо не участвовал, но вот мы хотели посмотреть квартиру с друзьями, да. И оказалось, что туда должны заселиться окупасы. И полиция нам сказала, что вы туда, ребята, не лезьте, потому что эти окупасы туда обратно заселятся. И они будут правы, потому что нет судебного предписания о том, что они туда должны выселиться. А их каким-то насильственным образом вытащили оттуда. То есть законы, в принципе, вроде как нелогичны. Они не защищают право собственника, да? Но если собственник абсолютно безалаберно относился к своему жилью или сдал каким-то людям, которые, ну, скажем так, непонятно какие, и они перестали платить, ну, с одной стороны, это виноват собственник, с одной стороны, я понимаю. С другой стороны, я могу понять и собственника, и вот эта вся проблема с окупасами, конечно, имеет место быть. Но, возвращаясь к тому, что нелогичные законы, мы, опять же, приехали к ним сюда и должны принимать те условия, которые они нам дают, а не те, которые придумали мы. Поэтому что нам остается делать? Здесь на самом деле ставится обычная камера безопасности, ставится от полицейских тревожная кнопка.
и как бы нет проблем. Даже если у вас жилье закрыто. Даже если вы в нем не живете, все это более чем реалистично. Вот такие вот, ребята, мысли у меня по этому веселому поводу. Следующий пункт нашего топа мифов и прочих легенд об Испании — это получение вида на жительство. Очень часто люди думают, что получить визу или как-то переехать сюда, жить легально, очень тяжело. Вот сейчас, пройдя уже много лет и зная здесь очень много всего, я могу сказать, что визу получить и резиденцию получить на самом деле довольно просто. Кстати говоря, для тех, кто этим интересуется, я даю бесплатные консультации, 3 вопроса в месяц бесплатно по WhatsApp текстовым сообщениям. Соответственно, ребята, не упустите свой шанс, напишите мне. У меня есть все контакты юристов, все контакты агентов и так далее. И самое главное, очень часто просят меня найти жилье через агентов удаленно. Это сделать нельзя. Почему? Потому что, вы не можете гарантировать, что вы приедете в Испанию тогда-то, тогда-то. Это на Unreal вообще просто. Вот. Поэтому лучше быть на месте. И если нужен вам агент, я вам его дам. Они есть, хорошие ребята, мальчики, девочки. Все, в общем, будет хорошо. Возвращаясь к нашему вопросу по поводу резиденции. Нужно очень много денег или что-то. Действительно, есть варианты, когда нужно много денег. Что такое много денег? Много денег — это 500 000 евро, это 30 000 евро, 50 000 евро. То есть, существенные деньги, да, то есть не каждый человек, особенно те, кто смотрит наш канал. Ребята, спасибо, что вы нас смотрите. Нас уже 19 000. Большое-большое спасибо. Обязательно напишите, как давно вы смотрите меня. Всем, кто напишет, могу дать минимальную 10-минутную бесплатную абсолютно консультацию. Поэтому напишите, сделайте скрин и напишите мне. Вот такая вот тема у меня. Поэтому, ребят, я сейчас не буду углубляться, какие виды резиденций здесь существуют и как их там получать. Но основное — это то, что можно приехать по оседлости. Это, в принципе, одна из совсем немногих стран, я других, честно говоря, не знаю, которые предоставляют возможность получить данный вид резиденции по оседлости. То есть вы, да, здесь будете работать нелегально, да, вы будете снимать без какого-то контракта на работу, неофициально у кого-то будете снимать жилье. Да, это все так. Но по истечении 3 лет, найдя работу официальную, либо открыв аутоному, да. Кстати, у нас на канале не так давно появилось видео, и очень многие интересуются, как получить, сделать себе аутоному, то есть самозанятого, и получить себе резиденцию. Сначала на год, и потом продлить ее на 5 лет, а потом бессрочно, и все. А через 10 лет легальной жизни на территории Испании получить можно даже гражданство. Поэтому все это существует, все это на самом деле есть, все работает. И я хочу вам сказать, что если у вас есть какие-то сомнения, то вы просто не знаете. Если вы боитесь, что что-то пойдет не так, это нормально. И когда мы сюда ехали, у меня тоже были сомнения. Но нужно себя перебороть и идти, раз уж вы решили жить в этой замечательной стране под названием Испания. Перестань думать, оставь это страдать. Настанет время, ты сможешь снова летать. Оставь силы для последнего боя. Я буду с тобою до крайнего слова. Следующий пункт нашего меню — это безопасность и криминальная обстановка. Я могу сказать, прожив 15 лет в Санкт-Петербурге, криминальная обстановка посерьезнее, чем в Валенсии. Мне рассказывают очень много про Барселону, то, что там кого-то там побили, что-то там случилось. Ребята, назовите хоть один крупный город в мире, в котором ничего не происходит. Если мне скажут про какую-нибудь Австрию, возьмут деревню. Я вот сейчас в деревне, здесь абсолютно безопасно, 33 000 людей здесь живет. Город Санта-Пола. Очень нам понравилось, прикольный городочек, курортный, но здесь все есть, даже кинотеатр. 2 больших магазина, очень больших, маленьких магазинов просто не счесть. Поэтому говорить о том, что здесь небезопасно, наверное, неправильно. В Барселоне тоже, опять же, если вы целый день сидите у Рамблеты, да,
то вы много чего увидите. Да, там есть воровство. Да, конечно. Но опять же, кого воруют? Тот, кто никаким образом не думает о безопасности. Я не говорю о том, что никто... Ну, если так у вас случилось, я не говорю о том, что вы в этом виноваты. Я говорю лишь о том, что можно об этом чуть-чуть больше заботиться, и будет меньше проблем. Потому что мы в прошлом году съездили больше 15 раз в Барселону, и мы ничего не видели. Я не знаю, может, нам так повезло. Хотя мы каждый раз, когда ездили, практически всегда были в центре города. Итак, ребята, следующий пункт нашего меню — это бюрократия. Бюрократия. И неторопливость. Извините, что уже темнеет. Ну, стараюсь быстрее записать. Это должно быть интересно. Бюрократия здесь имеет место быть. Здесь есть так называемые ситы. Или по-русски талончик. Талончик для того, чтобы прийти куда-то навстречу. Ну, сито, встреча. В общем, такое. Поэтому, да, сейчас взять ситу очень тяжело. В электронном формате все стало после ковидных времен, сами знаете. И, соответственно, нужно платить деньги. И даже мы иногда не можем взять ситу для того, чтобы нам оформить какие-то документы. Поэтому бюрократия существует. Все на самом деле не совсем гладко. Но сказать, что здесь что-то невозможно получить, я не могу. То есть, допустим, мы идем к адвокату, берем ту же самую ситу и все к нему приходим, все в порядке. Мы идем в аюнтаменте, мы все получаем. Да, нет такого, что пришел, там вас ждут и говорят: hello, my friend, давай делать дела. Нет, такого, конечно же, нет. Ну и говорить о том, что нельзя ничего получить или там нужно 10 лет стоять в очереди, такого тоже нет. Я вам просто гарантирую, прожив здесь 6 с лишним лет. Бесконечный курорт в Испании. Вечно все отдыхают, ничего не делают, полная печаль, беда и все такое. Честно, ребята, это все зависит от вас, от вашего внутреннего настроения и умения жить. Потому что, ну вот у нас такого нет. Да, мы летом раз-два в неделю ездим на пляж. Но в России мы раз-два в неделю, там, я не знаю, куда-нибудь ходили. И это было все обычно в помещениях, потому что погода нелетная. Поэтому сказать, что здесь бесконечный курорт и типа полная всегда маньяна, то есть завтра, и все перекладывание, это не так. Есть люди, которые работают и это видят. Есть люди, которые не работают, и им кажется, что вокруг никто не работает. На мой взгляд, все эти ощущения — это лишь ваши внутренние как бы ощущения. Извините за тавтологию, но так оно и есть. Поехали дальше. Ребята, мы пришли к маяку. Надеюсь, меня хоть как-то хорошо видно. Слева вот от меня маяк. Оксана туда пошла фотографировать. Я надеюсь, вам будет видно. Так, из-за кустов. Сейчас вот будет. Вот я вам. Вот маяк. Вот у нас уже закат. Ребята, немножко расскажу по поводу работы. Значит, по поводу работы. Работа есть для всех, кто хочет работать легально, нелегально, официально, неофициально. Как в любой стране, работа всегда существует. И те люди, которые считают, что работы тут нет, это неправда. Работа есть. Но надо понять, что пойти перекладывать бумажки из точки А в точку Б вы не сможете. Потому что у вас нет ни гражданства, ни образования, ни так далее. Самое главное, если вы выучите язык, то все будет хорошо. Если язык не учить, то, ну, как бы будете работать на какого-то русскоязычного человека, и все будет, в принципе, с этим связано. Работа всегда связана с чем-то трудным. Как вы думаете, кто в России работает в Москве на стройках? Гастарбайтеры. Ну и здесь вы приезжаете и будете теми же самыми гастарбайтерами, если вы чего-то не умеете, то, что может вам давать удаленный какой-то доход. Поэтому будьте к этому готовы, если уж вы собираетесь сюда ехать. Что у нас осталось последнее? Про русскоязычное сообщество. Что вам сказать? Вот пока мы сюда шли, мы встретили 3 семьи, которые говорят на русском. Поэтому русскоязычные здесь есть. Многие говорят, что здесь, мол, не стоит там куда-то с ними общаться, с этими, если вы на русском разговариваете, не говорите там ни с кем на русском, там вас обманут и так далее. Все зависит от людей, конечных людей. Я думаю, чаще всего люди, которые здесь пожили и вообще пожили просто какую-то жизнь, они чаще всего знают о том, что где стоит, а где не стоит, чего и как. А я рядом с обрывом, смотрите, ребят. Вот так вот, видите, как классно.
Вот, поэтому, что здесь хочется отметить, что самое главное, если у вас есть какие-то вопросы, вы ищете жилье или еще что-то такое, во-первых, можете обратиться ко мне. Во-вторых, в Фейсбуке довольно много групп. И есть форумы даже, Коста-Бланка, допустим, да, где я живу, это Валенсия, все, и же с ними. Поэтому все здесь существует и все будет у вас в порядке. Но вам нужно, необходимо, самое главное, иметь в виду, что во всех случаях всегда нужно включать голову. И люди просто так, думайте об их мотивации. То есть, почему эти люди, они вообще с вами общаются и так далее. У нас появилось много друзей из подписчиков наших, из тех, кто приехал и так далее, и так далее. Я могу сказать, что я стараюсь ограничивать эти контакты, потому что чаще всего люди ко мне обращаются ради того, чтобы найти какую-то информацию. Понятно, что со мной хотят дружить. Я не против с кем-то дружить. Все мои контакты всегда есть, но времени чаще всего на это очень мало. Плюс, поймите правильно, тут как дружить я хочу тоже с людьми нашего возраста, да, с нашими интересами и так далее, и так далее. Я думаю, это для вас должно быть понятно. Поэтому, как бы, если вы хотите, вы можете мне написать, что хотим встречу. Если хотя бы человек 10 мне напишут в комментариях, вот, или в личку, я организую встречу в Валенсии, вот, всех вновь приезжающих или те, кто здесь уже живет давно. На этой замечательной ноте я хочу откланяться, сказать вам большое спасибо, что вы подписались, посмотрели, поставили лайк. Если вы это не сделали, ну, вам Бог, как говорится, судья. Я очень старался вам снять интересное видео. Так что, ребят, все на связи. Всем пока-пока. И надеюсь, вам было очень интересно. Приезжайте в Испанию. Отсюда никто не бежит. И на этом я откланяюсь еще раз. Пока-пока.